Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня уже могу поговорить о тех важных правилах, которые нужно соблюдать при выращивании инжира. И не только зимостойкого, морозостойкого, который есть в нашем регионе, но и тех как раз сортов гибрида, которые сегодня очень популярны, и саженцы продаются из разных регионов. Вот что нужно знать для того, чтобы быть всегда с урожаем. В прошлые годы, последние 2 года, мы очень много собирали инжира на наших вот этих прекрасных растениях. И где-то в неделю 2 больших ведра. Сейчас у меня ведро получается вот такое, где-то здесь литров 8. Это очень мало по сравнению с прошлыми годами. Ну и вот ошибки мои, как раз уже теперь я понимаю, с опытом все приходит. С 2014 года у нас растет инжир. Ну и Измаил, Одесская область, это Украина, юг Украины. В этом регионе недавно все это появилось сравнительно. Появился одновременно и инжир зимостойкий, он раньше был. Ну и вот эти инжиры как раз очень популярны сейчас. Многие размножают, посылают в другие регионы, а размножают их-то как раз в южных регионах. А в южных регионах есть все эти вредители и болезни, о которых у нас не было. Видимо, с этим как раз и появились у нас инжирная огневка. И будут, думаю, что и другие вредители, потому что свято место пусто не бывает. Что-то, да, каким-то образом, то с кораблями, так как у нас портовой город, поэтому могут и из тропиков привезти этого вредителя. Но это, конечно, проблема всеобщая. С опытом мы приходим, я в этом году 3 раза обработала, и проблем не было с инжирной огневкой. Мы имеем здоровые, чистые растения, и хороший урожай. В этом плане, что он целый, не испорченный, как было в прошлом году. 40% урожая, даже чуть больше, было выброшено просто-напросто из-за того, что были вот таким образом, вот такие были, в данном случае это упало у меня плодик, просто черные такие вмятины, червячок туда забирался внутрь, и потом бабочка вылетала, созревал. Вот таким образом у нас уничтожался инжир. Мои проблемы связаны с тем, и ошибки, это 2 ошибки, я считаю, пока на данный момент будет время идти дальше, и мы будем наблюдать, что дальше делать, учиться будем, потому что опыт всегда приходит со временем. Итак, первый у нас очень важный опыт, и это проблема моя, и я нарушила правила, это правило посадки. У меня где-то на расстоянии 1,5 метра посажены растения друг от дружки. И вот что получается. Они загущены. Сколько бы я их ни стригла, они, естественно, у нас все равно тянутся кверху, нарастают. Я сейчас уже молодые побеги оставила на следующий сезон. Но очень густо. Поэтому следующий уже морозостойкий я буду высаживать так, чтобы была свобода, чтобы доступ солнышка было. Вот какое-то растение у нас как раз оно посажено с южной стороны, юго-восток. И здесь всегда хороший урожай. И солнце поступает. И здесь я с самого начала начала как раз это второе правило, которое нужно сейчас, к которому мы пришли и которым нужно будет пользоваться. Это второе правило, как раз нужно обязательно молодые побеги. Надо было даже чуть-чуть раньше эти молодые побеги оставлять. Они уже. И урожай здесь, кстати, красивее, и плоды покрупнее. Вот они какие шикарные плоды. По сравнению с теми, которые наверху и засыхают. Он снизу идет, этот побег. Эти побеги будут оставлены на следующий год. Здесь уже даже есть почечка. Это будет урожай. Это урожай следующего года. Насколько это видно? Оно все есть. Поэтому моя ошибка: густо посадила. Садить нужно реже, минимум 3 метра. Далее нужно обязательно, чтобы солнышко поступало. И очень важный момент, мы в этом году уже будем полностью убирать эти старые ветви. Внизу будут пилиться как раз дрова будут, потому что здесь еще есть плоды, а на нескольких деревьях, там пару десятков плодов, очень мало.
а мы же их поливаем, подкармливаем, поэтому нужно этим серьезно заниматься. Итак, я сегодня очень кратко. На сегодняшний день вот такой опыт. На сегодняшний день я могу сказать, что я густо посадила. Нужно будет формировать буквально по 3-4 вот такие ветки, молодые побеги оставлять для того, чтобы получить первый урожай. Ну, естественно, весной пойдут новые побеги, и вот на этих побегах будет уже второй урожай. Таким образом можно будет как раз уменьшить вот эту нагрузку пространства, потому что им нужно доступ воздуха, нужно солнышко для того, чтобы они как раз созревали и набирали своих соков. Итак, вот на сегодняшний день вот такие две задачи. Одну задачу с вредителями, с инжирной огневкой мы решаем очень легко с помощью биопрепаратов. 3 обработки и все нормально. Вот. Ну и думаю, что с болезнями, если будут такие возникать, даже для профилактики, я уже знаю, что нужно делать. Нужно будет обязательно простые, вот у меня есть дрожжи с сахаром, гаупсин, трихофит, вот это тоже для профилактики пару обработок проводить. И если они будут ниже, они такие высокие, как вот в данном случае сейчас, то будет и легче обрабатывать их, и легче собирать урожай. Вот такие мои ошибки. Но вот это правило, которое нужно знать тем, кто только сегодня начинает высаживать. Чтобы не повторять наших нескольких лет, наших ошибок, просто можно использовать другие. Для того и существует YouTube, чтобы мы могли поделиться друг с другом своим опытом, подсказать друг другу. Идеального ничего нет в этом мире. Мы все учимся. Ну что ж, на сегодня все. Тема обширная и будет продолжаться, поэтому прощаюсь сегодня до следующего видео с вами. И надеюсь, что я смогу поделиться еще новыми наработками по технологии выращивания инжира в нашем регионе. Всего-всего самого доброго вам, мира вам и добра!